Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Теперь приступаем к третьему ряду. Сейчас нам нужно соединительными петлями пробраться в центр вот этой нашей следующей арки. Я выполняю соединительную петлю под арку, 1 воздушная петля, соединительная опять под эту же арку, еще 1 воздушная и соединительная опять под эту же арку. Все, то есть вот я в центре этой нашей первой арки. Теперь выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь выполняем еще 3 воздушные петли, как арка. 1, 2, 3. И выполняем столбик с одним накидом в эту же арку. Накид, столбик с одним накидом. Теперь выполняем опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И теперь выполняем 2 столбика с одним накидом с общей вершины. Вот как мы делали в предыдущем ряду. Накид, опять под эту же арку столбик с накидом незавершенный. Накид, столбик с одним накидом незавершенный уже в следующую арку. 3 петли провязываем вместе. То есть вот мы сделали здесь в начале ряда у нас 2 столбика, по 3 петли между ними везде, здесь 2 с общей вершины. Можно, если что, вот так пальчиками подвинуть. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку уже провязываем 3 столбика с одним накидом и между ними по 3 воздушные. Сделали 3 воздушные, накид, столбик с накидом. Первый столбик. 3 воздушные. 1, 2, 3. Опять столбик с накидом в эту же арку опять. Это уже второй столбик. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И третий столбик с одним накидом в эту же арку. Вот провязали 3 столбика с накидом и по 3 петли между ними. Теперь опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И выполняем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной в эту же и в следующую арку. Накид, столбик с накидом незавершенный. Накид в следующую арку, столбик с накидом незавершенный. У нас 3 петли провязываем вместе. То есть вот такой у нас будет раппорт. Мы в каждую арку провязываем 3 столбика с накидом и между ними везде по 3 воздушные. А над вот этими столбиками с общей вершины мы также провязываем столбики с общей вершиной. Вот у нас идет следующая арка. Выполняем 3 петли, столбик с накидом. Опять 3 петли, столбик с накидом. Это уже второй получается. 3 петли, третий столбик с накидом. Опять 3 петли. И у нас идут 2 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же и в следующую арку. То есть вот так у нас получается. Сейчас провяжем до разворота. Как вязать на развороте, я вернусь и покажу. Итак, вот я довязал до разворота, то есть в последнюю арку перед столбиком с одним накидом. Я также провязал здесь 3 столбика с накидом, везде по 3 воздушные петли. Здесь после третьего столбика также 3 воздушные петли сделал. И теперь над вот этим столбиком с одним накидом мы также провязываем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. То есть все то же самое, только тут мы вяжем над такими же столбиками, а здесь провяжем над столбиком с одним накидом. Вот так. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. И вот в эту самую нашу угловую арку, которая на развороте, мы провяжем 5 столбиков с одним накидом. То есть везде мы здесь провязываем по 3 столбика в арку, а здесь 5 столбиков с одним накидом. И также между ними везде по 3 воздушные. 1, 3 воздушные. Второй столбик. 3 воздушные. Третий столбик, 3 воздушные, четвертый столбик, 3 воздушные и пятый столбик с одним накидом. Вот так.
Опять 3 воздушные, раз, два, три. И здесь у нас идет столбик с одним накидом, мы над ним провязываем 2 столбика с накидом, с общей вершиной. Все, а далее у нас по прямой части мы вяжем 3 воздушные и в каждую арку по 3 столбика с одним накидом и везде по 3 воздушные петли между ними. Все, а на противоположной стороне мы также провяжем вот в эту нашу самую угловую арку 5 столбиков с одним накидом и между ними по 3 воздушные петли. Провязали третий ряд до конца. Вот я в конце здесь уже провязал нашу последнюю вот эту группу столбиков с общей вершиной. Передо мной вот она, самая первая арка, в которой мы проходили соединительными петлями. И теперь мы здесь в начале выполнили только 2 столбика. Нам, получается, нужно довязать третий столбик в эту арку, 3 воздушные петли и соединиться. Вот после этой группы столбиков я выполняю, как обычно по рисунку, 3 петли. Вот в эту самую нашу первую арку провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные, раз, два, три, и соединительной петлей соединяемся в третью воздушную петлю подъема. Вот так, то есть у нас теперь в этой нашей самой первой арке также 3 столбика с одним накидом. Вот получилось. Все, таким образом наш третий ряд завершен. Теперь приступаем к четвертому ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Теперь выполняем 3 воздушные петли, еще как арка, раз, два, три. И сразу же в следующую арку выполняем столбик с одним накидом. Теперь выполняем 3 воздушные петли, раз, два, три. И выполняем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной, вот над нашей вот этой общей вершиной предыдущего ряда. То есть вот этот следующий столбик мы пропускаем. Сделал 3 воздушные, накид, и уже вот в эти следующие 2 арки провязываем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Три воздушные, раз, два, три. Вот этот столбик мы пропускаем и в следующую арку столбик с накидом. Опять 3 воздушные, раз, два, три. Столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть вот из этих 3 в средний столбик мы всегда провязываем столбик, то есть столбик в сам столбик. А вот эти крайние мы пропускаем, а вяжем столбики вот в эти арки. Вот провязали в арку столбик, 3 петли. В этот средний столбик провязываем столбик, 3 петли, раз, два, три. Сразу же в следующую арку, вот в зеркальном отображении вяжем столбик с одним накидом. Опять 3 петли, то есть везде также по 3 петли у нас остается. Все, столбик мы пропускаем, а уже вот в эти следующие 2 арки над вот этой группой провязываем 2 столбика с общей вершиной. Столбик незавершенный с одним накидом, сразу в следующую арку незавершенный, 3 петли провязываем вместе. То есть у нас вот эти группы друг над другом идут. 3 петли после этих столбиков, раз, два, три. Следующий столбик мы сам пропускаем, а уже в арку мы провязываем столбик с накидом. Опять 3 петли, раз, два, три. И вот в этот средний столбик мы вяжем столбик. 3 петли. И сразу в следующую арку столбик с одним накидом. Опять 3 петли. Сам столбик пропускаем вот этот мы, а в следующие вот эти 2 арки уже идут опять с общей вершиной. То есть вот такой у нас получается раппорт. Вяжем таким образом до разворота. Итак, вот я довязал до разворота. Я сделал последние 2 столбика с одним накидом с общей вершиной, и передо мной идут 5 столбиков с одним накидом. Мы выполняем сейчас 3 воздушные петли. Вот эту следующую арку и следующий столбик мы пропускаем. Вот в следующую арку выполняем столбик с одним накидом. Три воздушные. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Теперь выполняем 2 воздушные петли.
И в следующую арку выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные. Перед нами средний столбик, вот из 5 это третий столбик, и мы над ним выполняем 2 столбика с накидом с общей вершиной. Три петли вместе. Затем 2 воздушные. Затем вот мы здесь вяжем уже в зеркальном отображении 2 воздушные. Сразу же в эту же арку выполняем столбик с накидом. 2 воздушные. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Затем у нас идут 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сразу же в следующую арку столбик с одним накидом. 3 воздушные. Вот этот мы столбик 5 пропускаем. И уже в следующие вот эти 2 арки выполняем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Все, а далее у нас идет уже прямая часть. 1, 2, 3 воздушные. Столбик с одним накидом. Вот следующий столбик пропускаем в следующую арку. Столбик с накидом. 3 петли. Столбик в столбик. 3 петли. Столбик сразу в следующую арку. Затем 3 петли, и у нас идут вот эти столбики с общей вершиной. То есть здесь у нас получается вот так. Сейчас еще раз повторю. То есть вот у нас столбики с общей вершиной. 3 петли, столбик с накидом. После первого столбика из 5. 3 воздушные. Столбик в столбик. После этого столбика у нас идут по 2 воздушные. 2 воздушные, столбик в арку. 2 воздушные, группа с общей вершиной. 2 воздушные, столбик в арку. 2 воздушные, столбик в столбик. То есть вот, где у нас столбик в столбик идет, вот здесь везде по 2 воздушные. А затем у нас 3 воздушные, столбик в арку, 3 воздушные с общей вершиной. Когда вы дойдете уже до следующего разворота, если вдруг вы запутались, вы перемотайте вот на вот этот момент и провяжите еще раз ту противоположную сторону. Провязали 4-й ряд до конца, вот я выполнил последний столбик с одним накидом. Вот в последнюю арку перед воздушными петлями подъема 3 воздушные петли по рисунку, и мы соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Вот так. И если у вас работа немножечко вот такая кривая получается, сейчас просто руками вы столбики расправьте, чтобы все они встали на свои места у нас здесь. Я сейчас расправлю и покажу, как у меня получилось. Все, я вот распрямил все наши столбики. И также я прям ее в разные стороны вот так всю ее потянул, прям так хорошенько, чтобы столбики все встали на свои места. И вот наша скатерть совершенно ровная. Теперь приступаем к 5-му ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И сюда же, в этот же столбик, то есть вот в воздушные петли подъема, мы провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть вот в этот средний наш, самый центральный столбик, мы теперь будем провязывать в этом ряду по 2 столбика с одним накидом. А во всех остальных местах мы вяжем так же, как и в предыдущем ряду. Ну вот, на вот этой прямой части. То есть сейчас выполняем 3 воздушные. И сразу же вот в эту следующую арку провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные. И у нас здесь идут 2 столбика с общей вершиной уже в следующую арку. То есть вот эти столбики мы пропускаем. Столбик незавершенный, в следующую арку столбик незавершенный. 3 петли провязываем вместе. 3 воздушные. Накид. И в следующую арку после столбика, который у нас идет, то есть вот эту мы пропускаем, перед нашим средним столбиком выполняем столбик с одним накидом. 3 воздушные. И провязываем 2 столбика с одним накидом вот в этот наш центральный столбик. В предыдущем ряду был 1 у нас, теперь 2 столбика. Все, 3 воздушные. В следующую арку столбик с одним накидом. То есть то же самое, что мы вязали в предыдущем ряду. Только вот здесь провязываем 2 столбика. Далее 3 петли.
И у нас идут здесь 2 столбика вот так с общей вершиной. Все провязываем так до закругления. Итак, вот я довязал до места разворота, выполнил здесь 2 столбика с общей вершиной. Теперь выполняем 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом в арку уже в следующую. То есть вот мы здесь. После столбика у нас идет арка. В нее столбик с одним накидом. 3 воздушные. Здесь у нас идет столбик, который был в столбик. Мы в него выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика с накидом. А далее вяжем так же, как в предыдущем ряду. 2 воздушные. Столбик с одним накидом сразу же в следующую арку. 2 воздушные. 2 столбика с общей вершиной. Вот столбик мы пропускаем, и над вот этими столбиками с общей вершиной провязываем столбик с накидом незавершенный. Раз. Следующую арку незавершенный. Второй. 3 петли вместе. Затем вяжем в зеркальном отображении 2 воздушные. Столбик с одним накидом в следующую арку. То есть вот мы следующий столбик пропускаем, и в следующую арку столбик с накидом. 2 воздушные. Перед нами идет столбик, который у нас был в столбик провязан в предыдущем ряду. Мы в него выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. А затем у нас пошли арки по 3 петли. Раз, 2, 3. Столбик с одним накидом сразу же в следующую арку. 3 петли. Раз, 2, 3. И уже в следующие вот эти 2 арки над нашей группой столбиков мы провязываем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Все, а далее у нас везде пошли арки по 3 воздушные петли. Вот после столбиков мы провязываем вот здесь по столбику с накидом по 3 петли, а в средний столбик у нас идет прибавка. Но это уже идет прямая часть. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 5-й ряд до конца по рисунку. Довязали последний столбик здесь с одним накидом, 3 воздушные петли, и в третью воздушную петлю подъема просто соединились соединительной петлей. Если будете вязать что-то по моим мастер-классам, то обязательно отмечайте меня на своих фотках в Instagram хэштегом «Вяжу с Дуду». Мне очень интересно смотреть, что же у вас получается по моим видео. Я лайкаю ваши работы, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам было полезным, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно, присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. А с вами был я, Эд. До скорого!